Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы с вами уделим знакам Вселенной и поговорим, что это за такие знаки от нашей судьбы, Вселенной, от высших сил, которые предвещают скорые перемены к лучшему. Обязательно досмотрите это видео до конца для того, чтобы знать, что действительно, что все скоро изменится к лучшему в вашей жизни. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно напишите в комментариях «Принимаю» и «Благодарю». И помните, что нужно обязательно поделиться этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Пусть они также знают эту важную и ценную информацию. Дорогие наши слушатели и подписчики, если вы сейчас недовольны своим положением, своим настроением, теми событиями, которые происходят в вашей жизни, то обратите внимание вот на те сигналы, на те знаки, которые явно указывают на то, что скоро все изменится к лучшему в вашей жизни. Что это за такие знаки? Ну, во-первых, вам хорошо наедине с собой. В большинстве своем люди очень боятся быть в уединении, боятся быть в одиночестве. И многим почему-то кажется, что человек должен постоянно общаться и окружать себя людьми. Но вы знаете, многие в этом ошибаются. И если вы начали ловить себя на мысли, что тишина, уединение вас больше не тревожит и вам наоборот очень комфортно и уютно в одиночестве, это, знаете, наверное, есть один из главных признаков того, что ваша жизнь вскоре круто изменится. Это время у вас есть для того, чтобы подумать, проанализировать настоящее и спланировать свое будущее. Знаете, вы готовы к грядущим переменам. Все, что вам необходимо сделать, это позволить своим мыслям течь именно в том направлении, в котором течь удобнее всего. Если в этот момент вам приходят мысли определенные, именно в хорошем смысле слова, например, вы хотите поменять работу, возможно, у вас что-то не складывается в личных отношениях, или, например, вы снимаете квартиру и хотите переехать в другой то ли район или в другую квартиру, значит, высшие силы вам дают определенные подсказки. То есть это не просто так вот пришло с бухты-барахты. Обращайте на это внимание. Следующий знак, который говорит о том, что у вас перемены в жизни, это изменение вашего окружения. Это очень важный признак грядущих перемен. Исчезновение из вашей жизни людей, которые часто были раньше с вами, или наоборот даже появление новых. Например, вы могли случайно повстречать на улице человека, с которым вы не виделись много лет. Или того, кто понравился вам с первого взгляда, например, своим каким-то мировоззрением, возможно, своей энергетикой. И также изменения грядут, когда вы очень хотите общаться. Даже случайно заводите новые знакомства, знаете, вот целенаправленно. И вот такие любые подобные изменения в вашем окружении говорят о том, что действительно скоро все изменится. И люди – это один из самых, наверное, главных вестников перемен. Ведь именно окружающие меняют нашу жизнь и делают это сильнее всего. Далее, следующий признак, что у вас все хорошо, но с другой стороны вам как-то тревожно. Наверное, очень часто бывает так, что в жизни вот все хорошо, но вам как-то неспокойно и тревожно на душе. И работа есть, и любовь есть, и стабильность тоже присутствует. Но где-то в глубине души есть какая-то вот странная мысль о том, что что-то здесь не так. И знаете, беспричинная тревога – это не дурной знак. Это сигнал того, что грядут перемены. Просто людям гораздо проще поверить в нечто плохое, к сожалению, чем в хорошее. Появляется это ощущение из-за перестройки энергетических потоков, которые на тонком уровне воспринимает наша душа, наше биополе и наши чакры. Далее вы реагируете на привычные вещи острее, чем было раньше.
Например, на работе на вас дали вам какие-то новые задачи, и вам начало казаться, что обязанности и вот те дела, которые вам, будем говорить, повесили, да, никогда не кончатся. И ваша, например, вторая половинка задерживается на 10 минут с работы. Появляется у вас даже достаточно сильное раздражение. И в таком состоянии приятные воспоминания о прошлом могут быстро смениться на какое-то такое вот мощное и беспричинное раздражение. Знаете, это верный признак того, что перемены скоро произойдут в вашей жизни. Просто ваша душа не может точно понять, что происходит. И вибрации Вселенной заставляют ваш внутренний мир изменяться. Помните о том, что как только вы сможете измениться внутри, например, избавиться от какой-то дурной привычки или перестать делать то, что вы делали годами. Возможно, перестанете общаться с какими-то определенными людьми, которые тащили вас назад. Вы увидите, как ваш мир постепенно, не спеша может измениться. Возможно, вы замечали, что у одних людей происходят кардинальные изменения буквально за один день. Но вы должны понимать, что они именно готовы. Ихнее тело, ихняя душа, она готова вот тем кардинальным изменениям. А есть люди, у которых изменения кардинальные происходят в течение месяца, в течение полугода, у кого-то в течение 2 лет. Но знаете, вот все это постепенно, потихонечку, потому что не все люди готовы воспринимать определенную информацию. Многие люди не готовы меняться кардинально буквально за пару минут. Это связано со многими причинами, но в любом случае вы должны пытаться прочувствовать и понять, что говорит вам Вселенная. Пожалуйста, обращайте внимание на знаки судьбы, на определенные жесты, возможно, какие-то подсказки от Вселенной, да, от людей также может быть. Мы не говорим о том, что нужно принимать все как чистую монету. Нет, но если вам кто-то что-то подсказал, вы подумайте, а как вы можете изменить, что вы можете сделать, а как вы можете использовать эту информацию, например, для себя. Ну и, конечно же, последний, наверное, признак, который говорит о том, что вас ждут скорые перемены в жизни, это повторение вашей жизни. Вы можете, например, натыкаться на одну и ту же рекламу. Вы видите, например, одного и того же человека. Или, к примеру, вы только подумали о чем-то, как вы тут сразу же услышали разговоры на эту тему, например, по телевизору или в интернете. И вы знаете, это не случайность, это Вселенная, высшие силы говорят вам о том, что пришло время глобальных перемен. Поэтому, пожалуйста, не бойтесь таких знаков судьбы. Все равно всегда есть высшие силы, всегда есть ангел-хранитель, который вам всегда поможет. Не старайтесь, когда вам, например, предложили, например, новую должность в компании, или стать начальником отдела, или руководителем, возможно, заместителем директора. Многие сразу боятся и думают, все, я не смогу. Забудьте, если вам это предложили, и вас руководитель компании видит, что вы это можете, значит, вы можете. Просто вы почему-то не хотите верить, потому что у вас есть какие-то страхи.